За все это время мы нередко спекулировали на той теме, когда же стоит ожидать от Konami хоть каких-либо новостей касаемо контента, режима и прочего, то есть условно дорожная карта действий Konami по поводу контента eFootball 2023. И после некоторых обещаний со стороны менеджера по связям с общественностью, мы все-таки чего-то подобного дождались. Вместе с обновлением 2.4.0 на сайте Konami появилась информация о будущем контенте игры, который отсылается на весну, лето и конец 2023 года, о чем и предлагаю поговорить. Спойлер, Мастер-лига, кооп, режим редактирования также упоминаются, но парадокс без конкретики. Не забывайте поддерживать видео лайками, в комментариях делитесь своим мнением и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. К сожалению, расписанная статья на официальном сайте не такая уж и огромная, как бы нам хотелось, но это даже лучше, чем ничего, потому что до недавнего времени у нас даже не было и подобной информации, а сейчас хоть какое-то представление, но все же появляется. Вначале Konami благодарят игроков за то, что они продолжают поддерживать их продукт, как финансово, так и просто своим вниманием, но насчет второго они явно лукавят. После чего они сообщают о функциях, которые собираются добавить в игру в последующих обновлениях, а именно которые запланированы на весну 2023 года и лето 2023 года. Почему-то осень и зима, в свою очередь, не упоминаются, но об этом чуть позже. Что касаемо контента на весну 2023 года, то в рамках весенних обновлений планируется расширить места для игроков в разделе «Моя команда», то есть увеличить количество мест для игроков в вашем составе, чтобы у вас в составе было еще больше карточек, нежели до этого. Сейчас, если я не ошибаюсь, вместимость состава составляет 500 футболистов. Сколько собираются делать Konami, это на самом деле даже трудно предугадать. Следующая же функция касается навыков футболистов, а в частности функция позволит добавлять футболистам новые навыки. То, как это было реализовано наподобие Мастер-лиги в 21, 20, 19 частях Pro Evolution Soccer. О чем-то подобном я мечтал, правда речь была о стилях футболистов, потому что у некоторых футболистов не всегда подходящие стили для их позиций. Но добавление для некоторых игроков новых навыков это на самом деле тоже немалоприятный бонус. Добавят для какого-нибудь прокачанного Неймара, у которого неплохая подкрутка, еще и сложные дальние удары или тот же удар с подкруткой, если те отсутствуют у него в навыках. Как по мне, неплохо. Ну и что немаловажно, также на весну запланированы предметы для продления контракта с футболистами, то есть Konami собираются добавить способы получения контрактов, поскольку в апреле пройдет уже ровно год с глобального обновления, и некоторые из футболистов будут потихоньку пропадать из команды, потому что с ними будет истекать контракт. И Konami собираются добавить лишние способы заработка контрактов, чтобы продлить их с футболистами. Это напрашивалось уже очень давно. Однако никто не обещает, что все эти функции появятся с одним обновлением, и скорее всего эти упомянутые 3 пункта растянутся на 3 весенних месяца, поэтому в лишний раз губу не раскатывайте. Что же касается лета 2023 года, то здесь чуть-чуть поскромнее. Вместо 3 функций упоминается 2. В частности, функция сброса очков прогресса с помощью ГПшек, то есть ваши накопленные ГПшки хоть когда-то пойдут в дело. Это скорее касается не последних выловленных футболистов, а вот таких вот одних из первых, которых вы когда-то выловили, неправильно прокачали и захотели сбросить прокачанный прогресс. Ввиду того, что игроки стали умнее подходить к прокачке футболистов, это может быть не совсем нужно, ну по крайней мере далеко не всем игрокам, но тем же новичкам, которые не до конца понимают, как все это работает, очень даже пригодится. Ну и последнее, это больше замен в команде мечты. На самом деле расплывчатый пункт и непонятно к чему он отсылается, но скорее всего просто увеличится количество запасных во время матчей. Вместо 7 футболистов каких-нибудь там 11-12 футболистов, и там уже выбирайте кого хотите. Ну и самое главное, то, ради чего мы все с вами здесь собрались, это режимы. Режимы, которые мы ждем уже больше года, полтора и скоро уже целых 2 года. А именно Мастер-лига, кооп, режим редактирования, кросс-платформенность, совместимость мобильных устройств с контроллерами. Об этом Konami также упоминают, но упоминают в том ключе, что они предоставят информацию обо всем этом попозже. Так что следите за новостями. На самом деле это ясно говорит о том, что на весну и на лето все это упомянутое не планируется. То есть ни карьера, ни кооп, ни кросс-платформенность. Это весной и летом точно не появится. Но есть шанс, что появится в конце года. Либо с eFootball 2024, либо и вовсе в 2024 году. Одно другого не лучше. И как раз таки возвращаясь к теме о том, почему же не упоминается контент на осень и зиму. Скорее всего, потому что это контент уже будет непосредственно eFootball
2024, а здесь упоминается контент в рамках eFootball 2023, то есть весна и лето. А вот уже осень и зима, 24-я часть, условная, и там уже свой отдельный контент, который, возможно, они проанонсируют чуть-чуть попозже. И трудно представить, что у игроков не присутствует множество вопросов, а почему весь такой необходимый контент для гибкости игры его так растягивают на несколько месяцев? В чем проблема? Неужели Konami настолько криворукие или же настолько хитрые, решив растянуть, так скажем, удовольствие на столь продолжительное время? На самом деле допускаются все два варианта, а поэтому конкретно сказать нельзя. Кроме как учитывать опять же эти два варианта. Ну а что думаете вы по поводу всего этого контента? Насколько он необходим для игры, насколько он важен и как сильно вы будете его ждать, не забудьте отписать в комментариях. Помимо комментариев, не забывайте поддерживать видео своими лайками, друзья, поскольку именно от вашей активности зависит прогресс этого канала. Ваши лайки и комментарии — это двигатель прогресса. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Говорим про eFootball и иногда вспоминаем PES. Поэтому контент найдется для каждого. Ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам всем удачи и всем пока, дорогие друзья.